رسول الله رسول الله رسول الله. Это видео покажет вам только 15 цитат из большого количества высказываний не мусульман, говорящих вам о том, что они думают о последнем пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Доктор Уильям Дрейпер в истории интеллектуального развития Европы говорит: спустя 4 года после смерти Юстиниана, в 569 году нашей эры, в Мекке, в Аравии, родился человек, который более всех других людей оказал величайшее влияние на всю человеческую расу, будучи религиозным лидером 3 империй, руководящий повседневной жизнью 1/3 человеческой расы и, возможно, оправдавший титул посланника Господа. Филипп Хитти в истории арабов говорит: обладая небольшим запасом жизни, Мухаммад вывел вперед безнадежный материал, нацию, которая до этого не была слита воедино, страну, которая до этого выделялась только лишь своим географическим расположением. Он распространил религию в обширных районах, которая подавила христианство и иудаизм, и заложил основы империи, которая скоро охватила обширные границы и более далекие провинции, чем это удалось цивилизованному миру. Томас Карлайл в работе «Герои и преклонение перед героями и героическое в истории» сказал: «Ложь, которую увенчали этого человека, стараясь из лучших побуждений, позорна только лишь для нас. Молчаливая великая душа — тот, кто может быть только лишь честным. Он был вдохновителем мира. Создатель мира так распорядился». Махатма Ганди. Заявление, опубликованное в журнале «Молодая Индия» в 1924 году. «Я хотел узнать лучшее из жизни того, кто сохраняет сегодня бесспорное влияние над сердцами миллионов людей. Я стал убежденным более чем когда-либо, что не меч создал место для ислама в те дни. Это была непреклонная простота, абсолютная скромность пророка, тщательное соблюдение обещаний, его крепкая преданность своим друзьям и последователям, его отвага, его бесстрашие, его абсолютное доверие Богу и вера в свою миссию. Все это, а не меч, устранило все, что было перед ним, преодолело каждое препятствие. Когда я закрыл 2-й том биографии пророка, я был огорчен тем, что мне больше нечего прочитать об этой великой жизни». Эдвард Гиббон и Саймон Окли в истории империи Сарацин. Лондон, 1870. На величайший успех жизни Мухаммада оказала влияние абсолютная моральная сила. Наше внимание заслуживает не распространения его религии, а постоянства его религии. Отпечаток чистоты и безупречности, который он выгравировал в Мекке и Медине, сохранился несмотря на революции, происходящие в течение 12 столетий, устроенных новообращенными африканцами, индийцами, турками. Магометанцы равномерно выдержали искушение понижения объекта их веры до уровня чувств и фантазий человека. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха. Простое и неизменное утверждение ислама. Интеллектуальный образ Бога никогда не портился никаким вещественным идолом. Честь пророка никогда не приступала границ человеческой добродетели, а его жизненные принципы сдерживали благодарность его сподвижников в пределах благоразумия и религии. Преподобный Босворт Смит в работе «Мухаммад и магометанство», Лондон, 1874 год, говорил: «Глава как государства, так и церкви, он был цезарем и патриархом в одном лице. Однако он был патриархом без претензий, присущих патриарху и цезарю, без легионов цезаря, без постоянной армии, без телохранителей, без полиции, без установленного дохода. Если когда-то кто-то и правил, обладая на то правом от Господа, то это именно Мухаммад. Он обрел всю власть без их поддержки. Он снял одежду могущества. Простота его личной жизни была в гармонии с его общественной жизнью. В магометанстве у нас все по-другому. Вместо неясности и таинственности у нас есть история. Мы знаем внутреннюю историю Мухаммада до ислама, так же хорошо, как и внешнюю, после того, как была провозглашена его миссия. У нас есть книга, Коран, абсолютно уникальная по своему происхождению, по своей сохранности, и никто никогда не сможет высказать серьезные сомнения относительно достоверности ее содержания». Гиббон в книге «Закат и падение Римской империи», 1823 год, произнес: «Благое сознание Мухаммада презирало величие королевской власти. Посланник Господа подчинился делам семьи. Он разжигал огонь, подметал пол, доил овец и чинил своими собственными руками свою обувь и одежду. Он без суеты разделял скромную пищу арабов, презрев достоинство и покаяние отшельника». Де Лейси О'Лири в работе «Ислам на распутье», Лондон, 1923 год.
История совершенно ясно показывает, что легенда о фанатиках-мусульманах, которые ходят по миру и силой оружия обращают в ислам порабощенные народы, является одним из наиболее фантастических и абсурдных мифов, которые историки когда-либо рассказывали. Сэр Джордж Бернард Шоу в книге «Истинный ислам» сказал: «Если у какой-либо религии есть шанс править Англией, более того, Европой, этот шанс есть у ислама. Я всегда высоко ценил религию Мухаммада из-за ее жизнеспособности. Это единственная религия, которая, на мой взгляд, обладает способностью адаптации к изменяющимся условиям жизни, что без сомнения может понравиться людям любого возраста. Я изучил его жизнь, он удивительный человек, уж никак не антихрист. Напротив, его можно называть спасителем человечества. Думаю, что если бы человеку, подобно ему, были бы даны права правителя в современном мире, он смог бы решить его проблемы так, что эти решения принесли столь желаемый мир и счастье. Я предсказывал о вере Мухаммада, что она будет принята завтрашней Европой, и она уже начинает приниматься Европой современной». Майкл Харт в книге «100 самых влиятельных людей в истории», Нью-Йорк, 1978 год. Мой выбор поставить Мухаммада во главе 100 самых влиятельных людей может удивить некоторых читателей, а многими и вовсе может быть подвергнут сомнению, но он был единственным человеком в истории, который крайне преуспел как на религиозном, так и на светском уровне. Возможно, влияние Мухаммада на ислам было сильнее, чем влияние Иисуса и апостола Павла на христианство вместе взятых. Именно это непревзойденное сочетание светского и религиозного влияния, которое, я чувствую, дает право Мухаммаду считаться наиболее влиятельной фигурой в человеческой истории. Монгомери Ватт, «Мухаммад в Мекке», Оксфорд, 1953 год, сказал: «Его готовность подвергнуться преследованиям за свои убеждения, высокие моральные качества тех людей, которые верили в него и смотрели на него как на лидера, и величие его абсолютного достижения – все это говорит о его фундаментальной чистоте. Предположить, что Мухаммад самозванец, порождает больше вопросов, чем ответов. Кроме того, ни одна из великих личностей истории не оценена на Западе так плохо, как Мухаммад. Таким образом, мы должны не только считать Мухаммада честным, с чистой целью, если мы хотим понять его полностью. Если мы хотим исправить ошибки, которые мы унаследовали от прошлого, мы не должны забывать. Убедительное доказательство является гораздо более строгим требованием, чем видимость правды. И в этом вопросе, возможно, она будет достигнута с трудом». Вашингтон Ирвинг в «Мухаммад и его последователи» изрек: «В еде он был умеренный и скромный, и регулярно постился. Он не потворствовал ни великолепию в одежде, хвастовству. Также на его простоту в одежде влияло только его реальное равнодушие к таким банальным вещам. В своих личных делах он был справедлив, на равных относился к бедным и богатым, сильным и слабым. И он был любим всеми людьми за приветливость, с которой он встречал их и слушал их жалобы. Его военные триумфы не вызвали ни гордости, ни тщеславного величия, как они могли вызвать их, если бы они были совершены ради эгоистичных целей. Во время своей величайшей силы он оставался таким же простым в манере и поведении, как и в дни бедствий. Будучи таким далеким от королевских манер, ему было неприятно, когда он, входя в комнату, видел необычное почтение к его стороне. Если он стремился к всеобщей власти, то она была власть веры. Что касается временного правления, возникшего у него в руках, то он использовал его без хвастовства. Он не предпринял шагов, чтобы сохранить навсегда власть у своей семьи. Джеймс Митченер. «Ислам. Неправильное понимание религии». Reader's Digest, май 1955 год, заявил: «Ни одна религия в истории не распространялась так быстро, как ислам. На Западе широко распространено мнение, что этот всплеск религии стал возможен благодаря мечу. Но ни один современный ученый не принимает эту идею. И Коран ясен в поддержке свободы совести. Как и почти каждый главный пророк до него, Мухаммаду стало неловко, что он будет служителем передачи Слова Божьего, чувствуя, что он недостоин этого. Но ангел повелел: «Читай». Насколько мы знаем, Мухаммад был не в состоянии читать или писать. Он начал диктовать те вдохновленные слова, которые вскоре внесли революцию в значительную часть земли. Существует один Бог. Во всем Мухаммад был глубоко практичен.
Когда его любимый сын Ибрагим умер, произошло затмение и стали распространяться слухи о том, что Господь лично выражает соболезнования, после чего Мухаммад, как говорят, объявил: «Затмение — явление природы. Глупо приписывать такие вещи на смерть или рождение человеческого существа». На собственной смерти Мухаммада была предпринята попытка обожествить его, но человек, который должен был стать его преемником, убил истерию, одной из самых благородных речей в истории религии. Если есть среди вас, кто поклонялся Мухаммаду, то он мертв. Если вы поклонялись Богу, то он живет вечно. Лоуренс Браун в работе «Перспектива ислама», 1944 год, сказал: «Кстати, эти хорошо установленные факты опровергают идеи, так широко взращенные в христианских писаниях». Альфонс де ля Мартин в истории де ля Турки, Париж, 1854 год, говорил: «Никогда еще человек не ставил перед собой, вольно или невольно, более возвышенной цели, так как эта цель была сверхчеловеческой, подорвать суеверия, которые были наложены между человеком и его Создателем, чтобы приблизить Бога к человеку и человека к Богу. Чтобы восстановить разумную и святую идею божественности в гуще хаоса, сделанных руками и изуродованных богов, идолопоклонства, существующих тогда. Никогда еще человек не совершал работу, уходящую так далеко за пределы человеческих сил, с такими слабыми ресурсами. Поскольку у него, у Мухаммада, была в голове, а также в руководстве такая великолепная идея, не нужен был никакой другой инструмент, чем он сам, и никакая другая помощь, кроме горстки людей, живущих в углах пустыни. Наконец, никогда человек не совершал такой масштабной и продолжительной революции в мире, потому что менее чем через 2 столетия после ее появления ислам как вера и как применяемый закон царствовал над всей Аравией и победил во имя Бога Персию, Хорасан, Трансконснасию, Западную Индию, Сирию, Египет, Абиссинию, весь известный континент Северной Африки, многочисленные острова в Средиземном море, Испанию и часть Галлии. Если величие цели, скромность средств и выдающиеся результаты являются 3 критериями человеческого гения, то кто посмеет сравнить какого-либо человека в современной истории с Мухаммадом? Все, что создавали самые знаменитые люди, это оружие, законы, империи. Они создавали, если создавали вообще, не более чем нечто материальное, что часто разрушалось на их глазах. Но такой человек, как Мухаммад, оказал свое влияние не только на армии, законы, империи, народы и династии, но и на миллионы людей. Более того, на престолы, божества, религии, идеи, убеждения и души. Опираясь на Писание, каждая буква, которая стала законом, он создал духовную нацию, которая стерла различия между народами, говорящими на любых языках и принадлежащими к любой расе. Идея единого Бога, провозглашенная в пучине исчерпавших себя мифологических верований, сама по себе была таким чудом, что одно только ее провозглашение разрушало все старые предрассудки. Его бесконечные молитвы, его таинственное общение с Богом, его смерть и его триумф после смерти – все это отнюдь не свидетельствует о его мошенничестве, а напротив, подтверждает его твердую убежденность, которая давала ему силы восстановить догмат. Этот догмат двойственный – единство Бога и трансцендентность Бога. Первое указывает на то, кто есть Бог, а второе на то, кто не является Богом. Философ, оратор, апостол, законодатель, воин, покоритель идей, реставратор рациональной веры, вероисповедание, в котором нет места идолам, основатель 20 земных империй и одной духовной. Все это Мухаммад. Рассмотрев все критерии, по которым может оцениваться величие человека, мы можем смело спросить, есть ли более великий человек, чем он?